Привет, мои дорогие любители вымыть кожу до скрипа, потом протереть ее антибактериальным лосьоном, нанести пару очищающих масочек, потом сывороток и завершить все это еще каким-нибудь кремом с кислотами или ретинолом. Да-да, этот выпуск посвящен именно вам и еще 4-му слою кожи, слою живых микроорганизмов. Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог-косметолог, и в сегодняшнем видео я хотел бы обсудить с вами тему микробиома, для чего он нужен и как мы на него влияем при помощи косметических средств. Для начала я хотел бы назвать несколько интересных цифр, которые мне попались в литературе во время подготовки к съемкам этого видео. Представляете, кожа взрослого человека содержит в среднем 1000 миллиардов бактерий. Это настолько большая цифра, что мне ее даже сложно вообразить. Говорят, что это больше, чем количество звезд в Млечном Пути. Эта информация для нас, людей, которые привыкли считать, что чистота является залогом здоровья и привыкли мыть все вокруг стирать, мыть свое тело, руки мыть по 10 раз ко дню, а за последний год мы в соответствии с исследованиями стали делать это еще чаще, чем раньше. Для нас это настоящий шок знать, что, оказывается, на нас живет такое количество микроорганизмов. И зная, что в природе ничего не бывает просто так, возникает закономерный вопрос, зачем мы друг другу нужны. И этим вопросом задаются ученые практически во всех странах мира, и особенно активно изучается этот вопрос в последние десятилетия, в связи с чем появилось огромное количество публикаций, которые начинают проливать свет на наши взаимоотношения с нашими маленькими соседями. Если охарактеризовать наши взаимоотношения максимально просто, то условно их можно разделить на 3 категории. Есть одна группа микроорганизмов, которые просто используют наше тело как среду своего обитания. Другая часть микроорганизмов представляет скрытую угрозу, и при определенных условиях считается, что они могут вызывать определенные заболевания. Есть еще третья группа, это положительные бактерии и другие микроорганизмы, которые оказывают ряд очень важных эффектов для нашего тела. В частности, они стимулируют наш иммунитет, тренируют иммунную систему, способствуют выработке различных биологически активных веществ, таких как антибактериальные пептиды. Это могут быть и другие вещества. Также они поддерживают кислотную мантию на поверхности кожи. В общем, так или иначе, они представляют наш такой естественный щит. Чем больше этот вопрос изучается, тем становится очевиднее, что гораздо важнее не наличие тех или иных бактерий и не их деление на плохих и хороших, а их многообразие. И вот исследования последних лет показывают, что самый полезный для нас вариант – это когда на поверхности кожи существует огромное количество различных микроорганизмов. Чем больше их видов, тем лучше для нас. Именно при наличии патологического процесса, при наличии какого-то заболевания начинают доминировать какие-то определенные виды, их численность существенно превосходит другие виды микроорганизмов. Откуда же на нашей внешней такой чистой коже возникает такое количество микроорганизмов? Оказывается, что заселение микроорганизмами нашего тела происходит буквально от момента рождения. А по некоторым данным, даже еще находясь внутриутробно, мы получаем свои первые колонии микроорганизмов. Здесь, кстати, есть очень важный такой ключевой момент, который тоже сейчас активно изучается. Это вопрос того, как происходят роды. Если они происходят через естественные родовые пути, то, соответственно, на поверхности кожи оказываются первыми бактерии, характерные для, и микроорганизмы, характерные для слизистой. Если же ребенок рождается при помощи кесарево сечения, то на него попадают микроорганизмы, характерные для поверхности кожи мамы. И сейчас очень активно обсуждается теория о том, что дети, которые родились естественным путем, намного реже болеют аллергическим заболеванием, в частности атопическим дерматитом. Далее, после родов, наша кожа, также пищеварительная система продолжает заселяться бактериями, и здесь очень большое значение, конечно, имеет грудное вскармливание, потому что с грудным молоком, именно с процессом такого грудного вскармливания, ребенок получает тоже очень большое количество бактерий, играющих важную роль впоследствии в состоянии иммунной системы. В целом же соцветие бактерий для каждого человека очень индивидуальное. То есть нет людей с двумя одинаковыми микробиомами кожи. Это явление даже называется микробиологический отпечаток.
Но в отличие от отпечатка пальца, в течение жизни наш микробиом все время меняется. Или, как говорят, эволюционирует. Так, например, у пожилых людей наблюдается существенное сокращение многообразия вот этих вот живых существ, и это совпадает с моментом снижения иммунного статуса. И до сих пор непонятно, есть ли какая-то взаимосвязь между изменением микробиома и ухудшением работы иммунной системы. Также существенное влияние на микробиом оказывает наш образ жизни. Например, пребывание в экологически неблагоприятной среде, оксидативный стресс, курение и так далее. Это такие банальные вещи, но вот, тем не менее, они, оказывается, тоже влияют. Большое значение имеет питание, и сейчас уже есть исследования, которые показывают некие закономерности изменения микробиома, когда человек отдает предпочтение тем или другим видам диет. Например, в употреблении большое количество продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть вот всяких вот сахаров рафинированных, все то, что быстро повышает сахар в крови, может приводить к изменению микробиома в сторону развития знаменитых вот кутибактериум акне или пропионибактериум акне, как их раньше называли, который считается основным возбудителем воспалительной формы угревой сыпи. И в подтверждении этой теории даже есть такое вот интересное наблюдение, что в одном из регионов Папуа-Новой Гвинеи есть племена, которые вообще не страдают акне. И ученых долго исследовали и пришли к выводу, что это связано с тем, что у них есть специфическая диета, что они просто не получают вот таких вот быстрых сахаров, их просто нет в рационе. На сегодняшний день уже вполне доказано, что при развитии различных заболеваний, не только акне, но и атопического дерматита, и сиборейного дерматита, и даже псориаза, то есть целого ряда заболеваний, происходит изменение микробиома кожи. И здесь ровно так же, как в старой притче про курицу и яйцо, непонятно, что первое возникает: изменение микробиома, которое влечет за собой заболевание, либо это заболевание создает измененные условия, при которых меняется вот соцветие этих микроорганизмов. И действительно, такие исследования проведены, и есть наружные средства, содержащие ингредиенты, поддерживающие рост нормальной микрофлоры. Вообще, грубо говоря, компоненты, действующие на наш микробиом, можно разделить на 3 категории. Это пробиотики, которые мы с вами знаем больше из средств для улучшения пищеварения, да, это живые микроорганизмы, которые заселяются на поверхности кожи, но с ними есть определенные сложности, потому что представьте себе крем, который содержит живые бактерии. Естественно, он не сможет существовать долго, эти бактерии либо в нем погибнут, либо туда присоединятся какие-то другие вредоносные бактерии, и мы получим какую-то проблему. Если же мы добавим туда консервант, то мы погубим наши живые бактерии. Поэтому крема с пробиотиком, его очень сложно технически получить. Но есть еще пребиотики, это средства, которые содержат, по сути, корм для наших бактерий, то есть некоторые компоненты, которые поддерживают рост нормальной флоры. Есть еще категория симбиотиков, это когда живые микроорганизмы находятся еще в питательной среде, то есть это когда пробиотик находится в пребиотике. Но на самом деле в косметике это все сложно осуществимо, но в экспериментальных условиях применение такого рода продуктов действительно позволило улучшить состояние пациентов с различными заболеваниями, что, конечно, дает очень большие надежды на будущее. Несмотря на достаточно позитивные результаты экспериментов, нам пока еще рановато говорить о том, что мы решили проблему дисбаланса микробиома. Во-первых, есть технологические сложности, то есть реально сложно создать продукт, который бы сохранил свою активность и позитивно бы влиял на кожу спустя какой-то определенный срок хранения. Вообще просто запихнуть в состав крема пробиотик еще не значит сделать его полезным для микробиома. Очень часто, как вводится в косметологии, многие производители используют просто такие компоненты в качестве маркетингового хода, никто не проводит соответствующие исследования для того, чтобы подтвердить, позитивно этот продукт влияет на микробиом или, наоборот, даже может негативно. Учитывая, что наша кожа изначально от природы имеет богатый разнообразный микробиом, который выполняет роль защиты, нам гораздо важнее, на мой взгляд, сейчас разобраться с теми факторами, которые влияют на его повреждение, да, что приводит к проблемам. И некоторые вещи мы уже с вами проговорили. Это неправильный образ жизни, проживание в мегаполисе и другие очевидные вещи. Но, конечно, в числе факторов риска это и использование наружной косметики. И многие продукты, особенно те, которые действуют агрессивно, сейчас находятся под прицелом дерматологов, косметологов. Именно с момента такого активного изучения микробиома появился тренд на мягкое очищение и отказ от жестких поверхностно-активных веществ и антибактериальных средств. Помните, вот как раньше была какая активная реклама по
телевизору все время рекламировали антибактериальные мыло, как какие-нибудь, то есть гарантируют защиту там от бактерий. Все это потихонечку пропало, как раз по мере изучения вопроса целостности микробиома. Я думаю, что в ближайшие десятилетия мы будем узнавать новые подробности того, как действуют те или иные ингредиенты на наш микробиом. Было бы здорово, если бы все косметические средства, которые выходили бы на рынок, испытывались бы на предмет того, как они влияют на микробиом. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что вот оценить состояние микробиома — это очень сложный технологический процесс, он затратный как по времени, так и по деньгам, и он доступен только очень крупным и таким серьезным компаниям, которые обеспокоены здоровьем кожи, как, например, это компания Naos, которая стала партнером сегодняшнего выпуска. Naos — это лаборатория, известная нам по брендам Биодерма и Институт Эстедерм. Вот она в последнее время очень сосредоточилась на микробиоме кожи, она его активно изучает, проводит очень много исследований, тестов, в том числе для одного из своих топовых продуктов, это клеточная вода. Она провела тестирование, где на добровольцах оценивалось состояние микробиома при однократном и многократном нанесении, и оказалось, что использование этого продукта абсолютно безопасно, оно не вызывает какого-то дисбаланса среди микроорганизмов, проживающих на поверхности кожи, но вместе с тем обладает целым рядом очень крутых позитивных эффектов. На самом деле с этим продуктом я знаком по меньшей мере уже лет 10. Это довольно уникальный продукт, который по своему составу очень близок с составом межклеточной жидкости, в которой существуют наши клетки. И, соответственно, кроме минералов различных, он содержит и биологические включения, различные аминокислоты, и при этом содержит оптимальное значение pH, поэтому при нанесении на кожу он фактически насыщает наши клетки энергией и создает максимально комфортные условия для их существования. Так как клеточная вода существует у бренда достаточно давно, она была подвержена всяческим очень интересным исследованиям. Так, например, была подтверждена его антиоксидантная активность, то есть при нанесении на кожу он способствует обезвреживанию свободных радикалов. Он наполняет кожу и клетки кожи энергии, благодаря тому, что в клетках усиливается синтез АТФ, это наши аккумуляторы, которые клетка расходует для повышения синтетической активности. Применение клеточной воды способствует увлажнению кожи и уменьшает покраснение, что на самом деле я очень почувствовал на себе, потому что у меня крайне чувствительная кожа, и практически на многие кремы у меня очень часто возникает покраснение. Если я использую в сочетании с клеточной водой, и действительно краснота становится существенно меньше, и для меня это просто какое-то волшебство. Именно клеточная вода является ключевым ингредиентом во всех средствах Института Эстедерм. На основе нее готовятся уже и кремы, и сыворотки, богатые активными ингредиентами, которые тоже подбираются исходя из концепции экобиологии. То есть продукты создаются с учетом физиологии и функций кожи. Ссылка на этот продукт и вообще на сам бренд будет в описании к этому ролику. Ну, а с вами был я, Игорь Патрин. До скорого. Пока.